Почему Чангук, мировой артист, которого часто хвалят за сдержанность, внезапно потерял контроль перед бесчисленными свидетелями? Почему Джимин, известный своими словами утешения, остался совершенно безмолвным? Сцена, развернувшаяся на глазах, оставила армии по всему миру в тревоге, наполненных бесконечными вопросами и пытающихся понять, что же действительно скрывается за этой взрывной ситуацией. Ситуация разгорелась, когда Чангука заметили выходящим из машины. Его выражение было напряженным, язык тела переполненным гневом, и его раздражение невозможно было скрыть. Камеры запечатлели его реакцию, и в эти секунды волна недоверия накрыла социальные сети. Момент был особенно тревожным, так как произошел сразу после публичного заявления HYBE, которое, казалось, пошатнуло сам фундамент единства BTS. Что именно подтолкнуло Чонгука так открыто отреагировать, вопреки его обычной дисциплине и самообладанию? Наблюдатели описывали сцену как беспрецедентную. Его шаги были быстрыми и резкими, жесты нетерпеливыми, лицо застывшим в раздражении. Это был уже не спокойный артист, веренно выходящий на сцену, а молодой человек, обремененный чем-то более тяжелым, чем можно скрыть. Каждое движение указывало на бурю внутри него, а его молчание в сочетании со вспышками гнева потрясло армию. Оставался вопрос, был ли этот гнев направлен на само заявление, на его момент или на силы за кулисами, остающиеся невидимыми для публики. Джимин, который часто становился мостом в моменты напряжения, выглядел застывшим. Он не сделал шаг вперед, он не обратился к камерам, он не успокоил и не объяснил. Вместо этого он стоял молча, с выражением лица тяжелым и неразгаданным, словно слова уже не могли преодолеть пропасть между тем, что происходило публично, и тем, что разворачивалось приватно. Для армии молчание Джимина прозвучало громче любых слов. Это было молчание недоверия, возможно, даже молчание глубокой боли. Связь между заявлением HYBE и внезапной вспышкой Чангука стала предметом бесчисленных дебатов. Аналитики и фанаты изучали каждый кадр, каждое слово и каждую деталь в поисках скрытого смысла. Заявление компании уже считалось спортивным, вызвав волну смешанных реакций среди фандома. Но никто не ожидал, что самая сильная реакция последует от самого Чонгука. Его заметный гнев стал центром бури, а молчание Джимина сделало ее еще более загадочной. Было ли заявление пренебрежительным по отношению к чему-то важному? Противоречило оно ожиданиям, возложенным на участников BTS? Задело ли оно личные струны в душе Чонгука, заставив его отбросить сдержанность и показать свои настоящие эмоции? Хотя ответы остаются неясными, один факт отрицать невозможно. Это был не случайный инцидент. Контролируемая среда, в которой обычно находятся айдолы, была разрушена в считанные секунды, оставив картину уязвимости, конфронтации и неразрешенного напряжения. Масштаб реакции армии подчеркивает серьезность ситуации. Миллионы выражали шок в сети, вновь и вновь просматривая кадры гнева Чонгука и молчания Джимина. Слова как «предательство», «напряжение» и «разделение» стали доминировать в обсуждениях. Был ли это знак чего-то большего, трещины в системе, конфликта, который больше невозможно скрыть за отточенными улыбками и тщательно подобранными словами? Армии, которые известны своей преданности, потребовали к ясности, но именно ясности и не хватало. Для Чонгука, которого часто называют «золотым Макне», это был не просто всплеск, это было откровение о давлении, которое он испытывает, о бремени ожиданий и о невидимых сражениях, от которых не застрахован даже мировой кумир. Его гнев был необработанным, но также и человечным. Он показал сторону, которую фанаты редко видят. Молодого человека, не готового молчать, когда что-то кажется неправильным. В этом смысле его вспышка была не только шокирующей, но и сильным заявлением без слов. В то же время молчание Джимина бесконечно разбиралось. Был ли он согласен с эмоциями Чонгука, но слишком потрясен, чтобы говорить? Был ли застигнут врасплох интенсивностью момента, или его тишина указывала на что-то еще более сложное? Знание того, что скрывается за гневом Чонгука, знание слишком тяжелое, чтобы поделиться им в тот момент. Его неподвижность стала такой же сильной, как и ярость Чонгука.
Вместе они создали образ, который армии не смогут забыть. Широкое значение этого момента выходит за рамки одного инцидента. Оно поднимает вопросы о прозрачности, о балансе власти и о благополучии артистов, находящихся в центре мирового восхищения. Когда айдолы достигают точки кипения на публике, это перестает быть предметом спекуляций. Это сигнал, что что-то дошло до предела. Взрывная реакция Чонгука была не только личным выражением, но и зеркалом, отражающим более глубокие напряжения, которые больше невозможно скрыть. Каждый пересказ той ночи возвращается к одному и тому же вопросу: почему именно сейчас? Почему Чонгук выбрал этот момент перед камерами и фанатами, чтобы выпустить свой гнев наружу? Было ли это просчитано или это было неконтролируемо? И почему Джимин, который всегда был голосом утешения, выбрал молчание вместо слов? Эти вопросы продолжают висеть в воздухе, усиливая драму и неопределенность, гарантируя, что этот инцидент не будет забыт в ближайшее время. Армии остаются в тревожном состоянии, разрываясь между беспокойством и догадками, между преданностью и замешательством. Взрыв Чонгука и молчание Джимина стали символами чего-то неразрешенного, чего-то выходящего за рамки простого объяснения плохого дня или недопонимания. Это момент, который меняет разговоры внутри фандома, порождая теории, которые могут обсуждаться месяцами. Мир уже видел, как BTS сталкивались с трудностями, но редко с такой открытой демонстрацией эмоций в реальном времени. Этот момент выделяется тем, что снимает слои перфектности, которые индустрия часто пытается сохранить. Видимый гнев Чонгука и тихое молчание Джимина напоминают всем, что даже мировые кумиры не защищены от конфронтаций, напряжения и переломных моментов. Это реальность, которая оставляет армии одновременно беспокойными и завороженными, ожидая следующей части головоломки. Кадры, на которых Чонгук выходит из машины в ярости, навсегда останутся в памяти армии как определяющий момент. Это не была ни репетиция, ни постановка, ни маскировка. Это были настоящие эмоции, показанные миру. Эмоции, напрямую связанные со словами, которые пошатнули фундамент группы. Молчание Джимина лишь усилило серьезность произошедшего, создав образ неразрешенного конфликта, который продолжит вызывать догадки. Пока остается без ответа вопрос, эта история будет расти. Каждое обсуждение, каждый анализ и каждая новая интерпретация будут добавлять напряжение, доказывая, что это был не мимолетный инцидент. Гнев Чонгука был больше, чем вспышка. Молчание Джимина было больше, чем колебание. Вместе они создали момент, который потряс армию, бросил вызов ожиданиям и оставил вопрос, который не исчезнет. Что же на самом деле произошло той ночью? Итог. Хотя нарратив, связанный с предполагаемым гневом Чонгука и молчанием Джимина, вызвал огромную волну спекуляций, к реальности таких историй нужно подходить с осторожностью и ответственностью. Образ Чонгука, взрывающегося от гнева после заявления компании, и Джимина, оставшегося без слов, сильный, но именно эта драматичность должна напомнить нам о необходимости отделять проверенную правду от магнетизма сенсационности. Публичные фигуры, такие как Чонгук и Джимин, постоянно находятся под микроскопом, и даже малейшие жесты или выражения могут быть раздуты в истории гораздо большей масштабности, чем то, что действительно произошло. То, что мы видим в коротком клипе или в заголовке, редко отражает всю картину правды. Важно признать, что большая часть циркулирующей информации об этом предполагаемом инциденте основана на фрагментах, коротких видео, размытых изображениях или непроверенных отчетах. В высокодавляющих условиях окружающих BTS такие фрагменты легко складываются в целую историю, даже если она не отражает реальности. Утверждение, что Чонгук взорвался от гнева, не подтверждается прямыми доказательствами, кроме субъективной интерпретации языка тела. Аналогично заявление, что Джимин остался безмолвным, в ответ спекулятивно, так как не существует четких слов или реакций с его стороны, подтверждающих такую версию. Эти моменты сами по себе показывают, что суть истории основана на предположениях, а не на проверенных фактах. Ответственность как медийности, так и фандома в этом случае крайне важна. Когда такие нарративы распространяются без проверки, они искажают общественное восприятие, наносят ущерб репутации и создают ненужное напряжение между фанатами, артистами и компаниями. Сенсационные заголовки могут привлечь внимание в краткосрочной перспективе, но со временем они разрушают доверие.
Именно поэтому, что BTS и их участники имеют огромнейшее глобальное влияние, точность и справедливость в подаче информации должны соблюдаться на самом высоком уровне. Одна вводящая в заблуждение статья или преувеличенная интерпретация могут спровоцировать волны спекуляций, затмевающие истину и наносящие вред артистам. Это не уменьшает реального давления, которое испытывают Чонгук, Дремин и остальные участники BTS. Как мировые фигуры, они живут под неустанным наблюдением, и каждое их действие интерпретируется, обсуждается и иногда искажается. Но превращать обычные человеческие эмоции, усталость, раздражение или молчание в окончательную историю о гневе или разделении значит убирать нюансы и заменять их нарративом, созданным ради сенсации, а не ради актуальности. Это вводит фанатов в заблуждение и создает несправедливое бремя для артистов, которые вынуждены бороться со слухами и домыслами. Правда в том, что BTS на протяжении всей истории демонстрировали единство, профессионализм и стойкость перед лицом бесчисленных испытаний. Их история говорит не о расколе, а о сотрудничестве, жертвах и взаимной поддержке. Утверждать обратное на основе непроверенных догадок значит уменьшать их достижения и не уважать доверие, которое они выстроили с армией по всему миру. Фанаты заслуживают информации, которая отражает реальность, а не нарративов, которые созданы исключительно ради эмоциональной реакции. Подводя итог, утверждение о предполагаемом всплеске гнева Чонгука и молчании Джимина нельзя считать точным отражением реальности. Это конструкции, истории, рожденные из селективной интерпретации и усиленные естественным стремлением публики к драме и шоку. Такие истории могут временно привлечь внимание, но не выдерживают тщательной проверки. Ответственность заключается в умении различать факты и вымысел, спекуляции и правду. Чонгук и Джимин остаются артистами с огромной честностью и преданностью, и их история должна быть рассказана с уважением и точностью, которые они заслуживают. Любой репортаж, утверждающий обратное без твердых доказательств, должен восприниматься как то, чем он является, на самом деле не фактом, а преувеличением.